Всем привет! С вами Антон Ташимото, АМК Сервис. И сегодня у нас вот этот вот пациент. Это у нас FZ8, Ямашка. Приехала, ребята говорят, не заводится с кнопки, заводится только с толкача. Аккумулятор ставился новым и потом разрядился. Что мы видим? Если мы подойдем сюда, то видим, что вот там внизу, в глубине, у нас светится какой-то синий светодиод. Его по заводу нету. Здесь у нас установлен китайский аккумулятор Delta. Я его сейчас зарядил. Включение зажигания. Проходит все, ни одной ошибки. Все у нас как должно быть. Нейтралочка туда-сюда. Бензонасос срабатывает. Нажимаем кнопку стартера. Загорается чек. Ничего не происходит. Итак, моя задача зарядить аккумулятор, проверить его работоспособность и сделать так, чтобы он заводился с кнопки. Какие могут быть у нас причины? У нас может быть нерабочая кнопка, у нас может быть нерабочий аккумулятор, у нас может быть нерабочее реле зарядки и нерабочий стартер. Все. То есть остальных проблем у нас не должно быть. Ну, единственное, что если где-то была повреждена проводка. И сейчас мы этим и займемся. Я, во-первых, хочу провести сейчас тест аккумулятора после зарядки, как он себя покажет. И после этого определиться, либо я буду тестировать на этом аккумуляторе, либо поставлю свой другой аккумулятор вместо этого, чтобы просто проверить на всякий случай. Вдруг, может быть, у нас аккумулятор не тянет просто нагрузку. И поэтому у нас получается вот такая вот история в плане несрабатывания. Итак, я провел тест. Он у нас выдает всего лишь 45 ампер. Этого не хватит, чтобы запустить этот мотоцикл. 20% жизни, 98% заряда. То есть мой аккумулятор полностью заряженный, но у него не хватит плотности. Поэтому мы его сейчас заменим и попробуем с другим аккумулятором то же самое все повторить. Итак, вот я установил другой аккумулятор. Когда я полез вот туда вглубь, я увидел, что там стоит у нас еще дополнительная сигнализация старлайновская. Здесь я проверил все предохранители, они все абсолютно цельные, и нашел реле стартера. Как просто найти реле стартера? Берем, ищем плюсовой провод, прослеживаем его, и он приходит на реле стартера. Теперь вот он реле стартера. Теперь мы проверяем то же самое. Тест у нас прошел. Нажимаем кнопку. И все работает. Все, дело оказалось просто в том, что нужен сюда тот аккумулятор, который должен здесь стоять. Я сюда поставил, получается, 10-амперный аккумулятор, который чуть помощнее. Здесь стояла семерка. Причем стояла семерка мертвая, и она даже по размерам чуть меньше. Она по размерам меньше, буквально тут на 1,5-2 сантиметра. Соответственно, в чем была проблема? Слаботочного сигнала не хватало для того, чтобы запустилось реле стартера. Косвенно, возможно, когда мы сняли аккумулятор, полностью его отключили, перезагрузилась, соответственно, сама сигнализация и стала в обычный режим, не в охранный. Если будет повторяться, надо будет разбираться с самой сигнализацией, потому что сама сигнализация тоже может давать. Получается, что у нас остальные узлы мотоцикла работают исправно. Не пришлось нам лезть ни в проводку, ни в пульт, ничего лишнего делать не пришлось. Всегда надо начинать с замены слабого элемента. Например, аккумулятор, который дал сбой, да, допустим, аккумулятор полностью высадился и мотоцикл перестал заводиться после этого. Возможно, что сигнализация при этом стала в охранный режим и не давала заводиться уже после зарядки. Сейчас мы это проверим. Сейчас мы вернем сюда тот аккумулятор, который выдал у нас 45 ампер. И проверим, сможет ли он хотя бы прокрутить немножко мотор. Итак, я обратно установил этот же аккумулятор. И что мы теперь видим?
аккумулятор зарядку берет. Итак, еще раз показываю. Этот аккумулятор, конечно, крутит подольше, потому что он чуть послабее. Вот он. Но все равно он заводит. И все работает. Итак, в итоге, что я сделал? Я продиагностировал все предохранители. Я поменял аккумулятор на заведомо исправный, чтобы у меня точно не было вопросов с аккумулятором. И на выключенном зажигании перемкнул два контакта плюсовых, которые на реле стартера. Проверил, что плюс у нас приходит и, соответственно, стартер у нас крутит. После этого я включил зажигание и просто нажал на кнопочку, и у нас все заработало. Это говорит о том, что не всегда нужно копаться, сразу лезть в пульт, если у вас не работает кнопка. Сначала нужно провести минимальную диагностику, посмотреть, что вообще с аккумулятором, что вообще с проводкой. Как тут я увидел, что здесь стоит штатная сигнализация старлайновская, и возможно при снижении, соответственно, напряжения, сигнализация могла стать в режим защиты, и его очень часто ставят на отключение либо реле стартера, либо на отключение реле бензонасоса, либо как раз таки на вот ту злачную кнопку, которая, соответственно, находится у нас на руле. Поэтому в таких случаях, если у вас что-то происходит, не стоит бежать и сразу начинать ковырять пульт там, или, не знаю, расковыривать реле стартера. Надо произвести минимальную диагностику и уже на основании вот этих вот, соответственно, данных, если есть вариант заменить абсолютно исправным аккумулятором, то заменить аккумулятор и проверить уже на другом аккумуляторе. Потому что когда мы сняли аккумулятор, у нас пропало полностью питание с всех цепей мотоцикла, все конденсаторы разрядились. При подключении нового, заново аккумулятора у нас все активировалось в стандартном режиме, в стоковом. Сигнализация видела нормальный заряд аккумулятора и поэтому, соответственно, работала в штатном режиме. Возможно, люди, которые купили мотоцикл, даже не знали об этой сигнализации, потому что пульта на ключах нету. Возможно, она была установлена давным-давно, пульты от нее потеряли, а удалять ее никто не стал. Но вот такие, вероятно, проблемы могут возникнуть из-за установленной сигнализации, которая сама себе решила просто заглушить мотоцикл. Точнее, она не заглушила его, а просто заблокировала кнопку. То есть тут все зависит от того, как люди блокировали, соответственно, саму сигнализацию. То есть люди некоторые размыкают цепь бензонасоса, некоторые размыкают цепь реле стартера, некоторые размыкают именно только вот эту кнопку. Поэтому вот такое вот видео. Если оно было вам полезно, если оно вам понравилось, ставьте лайк, дизлайк, пишите комментарии, делитесь своим мнением. А так, всем большое спасибо за просмотр и пока!